Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала. Продолжаем строительство, как обычно. Ничего не меняется, надо вкалывать. Между работами и покатушками на мотоблоке надо и серьезно поработать, поносить большие веса. Моя стройка перезимовала только лишь в тех местах, где я пристукивал киянкой резиновой, только в этих местах поскалывались кусочки газоблока. То есть этот газоблок зимует не накрытый вторую зиму. В общем-то, по мелочам, все остальное все хорошо. Так что на зиму газоблок, если есть возможность, накройте, если нет возможности, забейте. Ничего страшного с ним не будет. Так же, как и в стройке. Моя задача перенести 2 поддона. Я уже переносил, но думаю, надо еще и заснять к тому же. Не связывайтесь, ни в коем случае не связывайтесь, как я, с 400-кой. Блин, они тяжелые, кошмар. Один поддон с завода идет где-то 1,8 тонны, по-моему, или 1,7, или 1,8. Ну, 2 поддона, пускай они чуть-чуть подсохли. Ну, короче, 3,5 тонны надо перенести. Раскладываю их по оконным проемам, а потом уже выстроив импровизированные леса в виде поддонов, я раскладываю их на стену. Стену уже внутреннюю я здорово поднял. Заканчивал я, по-моему, на 3-м ряду свой ролик в прошлом году. Сейчас я уже там на 7-м, наверное. Ну, это я покажу по следствии. Погода, если позволит, тут дожди, блин, периодически тучки налетают. Ну, будем работать. Что по поводу работы? С 400-кой не связывайтесь, 300-кой и утеплитель. Потому что все равно и этот тоже придется рано или поздно утеплять, 400-ку. По всему остальному желание в первую очередь. Между работой надо большой отдых. Спите побольше, отдыхайте, делайте между переносками газоблоков перерыв. Если возможность, желательно нанять людей. Ну, желательно. Ну, у меня тут в деревне моей Вазино помощники, кроме тяжелее бутылки вина, ничего не подымут. С ними, ну, никак. Тем более надо подымать все это, носить. Ну, как бы клич я бросил. Бесполезно. За деньги, да, ну, в смысле, за деньги профессиональные работники, они, да, конечно, ну, это все дорого. Как-то в комментариях писали, вот, вы наверняка там ИТРовский работник на заводе или имеете большой финансовый доступ к финансам, каким-то внутренним резервам. Ну, ребят, если бы я имел доступ, я очки одену, то сильно ярко. Если бы я финансовый имел какой-то неограниченный или хотя бы хоть какой-то доступ, ну, к каким-то запасам своим, разве бы я вкалывал, разве бы я носил эти блоки? Так вот на себе потихоньку, ну, как ни крути. По строительным срокам скажу так, я строюсь 5-й год. Если бы я херней не занимался, я бы построил уже. Вот этот срок сократить можно в разы быстрее, если бы не зацикливался на всякой ерунде, над тем же огородом, над тем же ютубом, как бы, ну, как есть, так есть. В 18-й год, в августе месяце, я начал копать фундамент, выкопал и полностью отлился. 19-й год я купил плиты, разложил их краном, но это день рабочий. И все. И сделал пристройку. Отлил пристройку. Все. В 19 году я в принципе не работал. 20-й год купил газоблок. Я даже не помню. Нет, в 20-м, наверное, я вообще ни черта тоже не делал. В 20-м году я только доливал, заливал плиты перекрытия, чтобы сделать фундамент под стены. Все, я также ничего не делал. Вот 21-й. Начал строительство. Опять же, там не каждый день. 22-й больше ютубом занимался. 22-й год я вывернул руку. Кто вот смотрел мои ролики. Это какую? Правую. Уже начала заживать. Правую руку вывернул так, что на 3 месяца, на 4, на 5 она меня настолько из строя вывела.
Что только с мотоблоком я еще и мог заниматься, а чуть выше, ну, короче, так. Если сжать эти сроки, и если ты занимаешься, прям идешь как бульдозер к стройке, то ты сумеешь построить за 2-3 года дом под крышу. Не с отделкой, ну, коробку возвести можно. А если у тебя есть 3-4 помощника, у меня товарищ с работы, тоже многодетный, как и я, за год все сделал. 4 помощника сокращают сроки в 4 раза, ну, пускай в 3. Вот имеется в виду. Ну, ладно. Блин, опять туча дождевая идет. Ну, пока будем носить. Ну, вот так вот. Перенеслись. 20 блоков закинул на стену. Остальное раскидал по подоконникам. На подоконнике я вылаживаю для того, чтобы они сохли. Потому что блоки, если сверху они подсохли уже на солнце, блок весит порядка там 43 килограмма, ну где-то так, может быть 45. То нижние блоки, это вообще, они стремятся к 60. Там, да, это там железных под 60 килограмм. Нижние блоки прямо вот в землю тебя втаптывают. Никого не призываю работать так, как я. Сейчас надо отдохнуть. Фу. Это работа минимум на двоих. Ну, как бы, ну, нету помощников. Точнее, они есть, но помощники, как в моей деревне, только рюмку подымать. Вот это помощники. Ну, да бог с ними. Так что имеется в виду, блоки снизу очень тяжелые, килограмм по 60. Сверху это 43-45. Снизу блоки лучше брать на ноги и кулять их по себе. Там, кто, может, внимательно смотрел, увидел, потому что на спину сразу хватать эти блоки, надо облегчать нагрузку со спины. Не рекомендую. Также 400-ка, уже как-то там 10-й раз говорю, что с ними не связывайтесь. Геометрия у 400-ки кривая, разброс
То есть в стык вы блоки не положите. Если будете ложить стык-стык, у вас стена может уйти совершенно от бечевки куда-нибудь там на полметра, на 15 метров. Потому только, 300 смотрите и на утепление. Так, сейчас покажу внутри, что. В общем-то, это все к тому, что откуда брать деньги на стройку. Вот таким образом. Установка, последнее, что я как-то читал информацию, где-то слышал, где-то видел, сейчас берут за укладку газоблока порядка $24. Я не знаю, входит ли в укладку газоблока, одного куба, переноска его. Вот подскажите в комментариях. Если газоблоки лежат на улице, и перенести их в дом и уложить, это $24, или там, пускай там 23-22, или это только уложить их на стену, когда они уже стоят у тебя, и ты просто их укладываешь, а транспортировка не входит в эти деньги. Было бы интересно. Потому что просто ложить блоки, тут ничего сложного нет. Самое сложное в газоблоке — это его переноска, потому что они тяжелые. Вот мои леса, вот моя центральная стена. Последний раз, когда я ее показывал, кстати, вот мой пес. Сегодня на него наступил пока. Иди сюда. Блок несу, а он развалился на солнышке. Так пришлось наступить на него. Но я его не видел, я ж не хотел. На видео, по-моему, закончил я на 3-м ряду. На вот это. После этого за этот год я уже 1, 2, 3, 4, 5. Уложил еще 5 рядов. Вот как есть. Центральной стены еще 4 ряда осталось. Еще порядком, работы много, конечно. Если у вас идет много брака по газоблоку, вообще не переживайте за это. То, что ломаный газоблок, во-первых, его можно склеить. Приклеиваешь большие куски на клей-пену. И все отлично. Все стоит, оно мертво стоит. Плюс куча доборов, так как газоблок не ложится друг на друга, а в шахматном порядке, вот так. Не шахматном, а внахлёст. То доборов вам придется делать много, и газоблока очень много уйдет. У меня в прошлом году здесь порядка было 60 блоков уже поломанных. Осталось сейчас на данный момент около 30. Все ушло на центральную стену. Внутренние перегородки, стены, там все оштукатурится, вообще можно за это не переживать. Я в 2 раза уменьшил эту площадь, которая здесь была из битого газоблока ломаного. По подоконникам я сказал. Заранее раскладывайте, потом по мере высыхания, там день, 2, 3, они уже значительно становятся легче и уже можно брать. А именно сразу переть сырой газоблок на стену тяжело. Вот здесь лучше уже видно высота моей центральной стены. Стена уже 2 метра, а была 1,25 метра. Так что строимся, движемся. После такой работы на мотоблоке собаку выгулять отлично. Больше тут сказать нечего. Работаем. Движемся к финалу. Построим коробку, и уже будет дальше проще, легче. Мне тут тоже в комментариях все говорят: ой, там же еще после этой коробка, это ерунда. Дальше надо все сделать, установить, развести. Я не знаю. Это по мне, это чушь собачья, потому что самое тяжелое, самое тяжкое — это сделать коробку. Ее надо, сделать так, чтобы она стояла. То есть стены, тяжелые блоки выложить, крышу взвести, все. Дальше ты под крышей, дождя нет, снег не сыпет, ветер не страшен, окна стоят, допустим. Все занимаешься внутри уже потихоньку. Не с лета, не с мая месяца по сентябрь, октябрь, а круглогодично ты уже можешь этим заниматься. Понятно, что деньги. Но тут без денег, что деньги? Тут без денег-то работы уйма, Деньги деньгами, тут еще надо все это сделать. Если чужими руками сделать, тогда, конечно, ни на что не хватит. Тогда можно будку только построить.
А как своими, тогда вот и получается объем и прочее. Подытожим. При переноске блоков советую вам отдыхать побольше. Если не отдыхать, силы не восстанавливаются, и на следующий день вы будете как разбитая корыта, как я. Блоки носил, на следующий день быстро их начал ложить, и ложу уже все, аж вот руки не могу поднять. Настолько устаешь. Пересмотрел, все. День отработали, надо какой-то прям большой, во-первых, надо поспать хорошенько. То есть легли там в 10 и желательно без будильника там до 9, до 10 утра. Отоспаться прям всласть. Не рваться, не стремиться там никуда. Ну, уже по возможности, конечно. Чтобы мышцы отдохнули. И на следующий день меньшая нагрузка. Не то, что опять хапаем там. Не, ну если у вас помощники, то, конечно, тогда можно все постоянно работать. Но как в одиночку надо больше отдыхать, и тогда организм быстро отдохнет, мышцы приходят в тонус, и организм уже на следующий там через время отзывается хорошо на работу, уже руки и ноги не волочешь. Вот так дом выглядит с задней части. Ну, возможно, уже где-то было видно. Я почему зациклился на отдыхе? Я просто сам для себя это открыл. Ну, понятно, что надо отдыхать. Но тут получилось как? Вчера приехал со своей работы домой. Тоже лег, вообще лежу, не хочу никакой стройки, ничего не хочется. Просто пошло все нахрен. Буду лежать и все. Ну, ладно, собрался, приехал на дачу в ночь. Там, пока растопил печку, улегся. Там часов в 11 уснул, поставил будильник на 9 часов утра. Будильник зазвенел, я его, ну тебя нафиг, выключил, думаю, сейчас полежу еще минутку. Полежал и во сне сплю и чувствую, что какой-то я прям выспанный такой. Ну, хоть бы не 11, хоть бы не 11, беру телефон 11 часов. То есть я здесь еще 2 часа, выключился и дальше спал. Подскочил, думаю, ё-моё, надо ж работать, надо ж ломить быстрее, побежать, там быстро там оделся, чайку попил, начал работать. Но какое удивление у меня было, что именно вот эту работу, которую даже я раньше носил газоблок, я носил часа 3-4, вот эти 2 поддона. Сейчас я перенес газоблок за час, наверное, за полтора. На стену все это выложил, щиты поперекладывал, на стену все положил. И я не чувствую себя сейчас очень уставшим. Я, мокрый насквозь, как куда ни крути, газоблок тяжелый. Но вот посидел минутку, и опять у меня организм полон сил. Не так, как с утра, поменьше, конечно, но хватает. Нету такого, что вот все, думаю, скорее бы сдохнуть от этой стройки. Нету такого ощущения. Вот на этом примере я хочу сказать, что надо отдыхать. Как ни крути, за день все не сделаешь, за день дом не построишь, потому надо отдохнуть, потому что без вас ваш дом никто не построит. Если хозяин умирает, к примеру, я грустным, если говорить, человек строился, что-то случилось, там, не знаю, что-то случилось, умер. Все, после него уже дом никто не будет достраивать. То, что он хотел, в редких случаях там за копейки продают, потом строятся дальше. А сколько таких по стране, и в Беларуси, и в России недострои стоят эти, разрушаются. Потому что все, хозяина нет, и уже никому ничего не надо. Жена ваша не достроит, продавать жалко, по итогу вообще никому не надо, все это стоит, рушится. Ситуация возникла, и все. Потому надо отдохнуть, чтобы достроить дом. За день его не достроишь, потому не надо рваться. Вроде все сказал.